Всем привет, ребята! По названию вы уже поняли, что сегодня я буду рассказывать вам о невероятно интересной персоне. Человеке, который рвет все возможные чарты своим творчеством на данный момент, весело проводит время со своими слушателями на Твиче и просто о талантливом музыканте Ронни Радке. Вы голосовали в группе ВКонтакте, я к вам прислушалась. Честно, я невероятно рада, что вы выбрали именно Ронни. Небольшой дисклеймер. Всю информацию я брала из открытых источников и не отвечаю лично за их достоверность. К сожалению, у меня нет возможности лично пообщаться с Ронни, обо всем его расспросить, но думаю, это не помешает мне поведать вам достаточно противоречивую историю его жизни, тем более тут действительно есть о чем рассказать. Начнем с того, что Ронни Джозеф Радке родился 15 сентября 1983 года в Лос-Анджелесе. У его семьи был достаточно скромный достаток, мать увлекалась наркотиками и отсутствовала в его жизни, но в скором времени он ее простил, выложив ее фото в Инстаграм после очередного шоу Fallen in Reverse в 2014 году. Ребят, я честно пыталась найти в его Инстаграме ту самую публикацию, но из 4000 найти очень тяжело, может быть, вы сами сможете ее найти. Ронни с раннего детства тянуло к музыке, и он начал обучаться игре на гитаре и фортепиано. Literally raised me on Black Sabbath, and Judas Priest, and a lot of classic rock bands, but I didn't really start being like, hey, you know what? Like on my own, I listened to the Chronic record by Dr. Dre, and like the Snoop Dogg record. Eminem is my favorite though. Hip hop was my first true love, and then punk rock, real metal was infused in my bloodline. Like, there's no way that would ever, Периодически он забивал на школу, но очень активно участвовал в различных группах и проявлял себя как музыкант. Примечательно, что первые треки, которые учил Радке, были от Blink-182. Кстати, у меня есть на канале видео о Трэвисе Баркере, если вам интересно. В какой-то момент Ронни даже сбежал из дома, чтобы свободно играть. Так он создал со своим другом Митчем первую группу, которая называлась 3.0, и звучала она в точности как Blink-182. Какое-то время Радке жил с Митчем и его матерью. Порезвившись с новой группы и отыграв несколько концертов, он вернулся домой к отцу, снова пошел в школу, но не выдержал и бросил опять. В интервью он комментирует свое поведение так: «Я не мог концентрироваться на вещах, которые я обязан делать. Я мечтал обо всем на свете, но только не о том, что я действительно должен выполнять». После формирования и распада еще нескольких групп Ронни начал пробовать себя в экстрим и чистом вокале и в скором времени занял место вокалиста. Опыт в создании групп привел его в конечном итоге к формированию Escape the Fate. И казалось бы, пацан к успеху шел, ничего не предвещало беды, но не вышло, не фартануло. 6 мая 2006 года произошло событие, которое привело к плачевным последствиям. 22-летний Ронни Радке и Марсель Колкит устроили драку около средней школы. Каждый из них привел себе поддержку, в итоге в драке были задействованы от 6 до 8 человек. В результате один из сопровождавших Ронни, Чейз Рейдер, выстрелил трижды в 18-летнего мальчика Майкла Кука, убив его, а также тяжело ранив брата Колкита. Рейдер был задержан и обвинен в убийстве, однако окружной прокурор, несмотря на признание задержанного, оправдал его, так как было установлено, что Рейдер действовал в порядке самообороны. Радке и Колкиту были предъявлены обвинения в причастности к смерти мальчика и не только. Однако Колкит покончил жизнь самоубийством, прежде чем предстал перед судом. Да, история совсем не веселая. 18 января 2008 года Ронни признал себя виновным в нанесении тяжких телесных повреждений во время драки. Вследствие Ронни оказался на испытательном сроке на 5 лет. Однако Радке парень совсем непростой, и пристрастие к наркотикам привело к нарушению условий испытательного срока. Он был приговорен к тюрьме сроком на 2,5 года, из-за чего был выгнан из группы Escape the Fate в дальнейшем. Однако это не единственное правонарушение Ронни, и 1 мая 2012 года он был обвинен в телесных повреждениях своей тогдашней девушки. В итоге он был освобожден под залог. А 29 сентября на одном из выступлений бросил 3 микрофона к стойке, ранив 16-летнюю девочку. Ему были предъявлены обвинения, но опять же его выпустили под залог. Ронни публично признал, что его действия не были вызваны агрессией, и он никому не хотел причинить вреда. But it is what it is. I apologize to my fans for that too, as well.
and I'm thankful to have them. The truth of the matter is that I'm a human being. I have an anger problem, and I'm an artist, so I'm crazy. Like you're on stage with adrenaline pumping, and someone says something rude to you or does something rude. If you're not in my shoes, you won't understand. But 11 июня 2015 его обвинила в изнасиловании 25-летняя Кейтлин Босвелл, но в ходе расследования не было выявлено признаков нападения, и очевидец утверждал, что она находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. В скором времени Ронни подал иск против нее за клевету. Да, нехило так Ронни потрепала судьба, да и он сам, но можно смело сказать, что его жизнь разделена на «до» и после, а именно после рождения его дочери Уиллоу. Ничто в мире не заставит меня изменить мое отношение к тебе. Прости, папа не может быть с тобой каждый день. Ему нужно уезжать, чтобы помогать другим чувствовать себя лучше и зарабатывать деньги, чтобы у тебя была еда и одежда. Но день, когда ты родилась, изменил мою жизнь. Я люблю тебя всегда и навсегда. Вы можете наблюдать эту малышку в клипах, а также Ронни упоминает ее в лирике некоторых треков. На данный момент действительно можно увидеть, как Ронни вырос не только в профессиональном плане, но и личностном. Но давайте поговорим о группе Fallen in Reverse. Изначально коллектив назывался From Behind These Walls, но из-за авторского права Ронни решил изменить название. Думаю, многие из вас знают, что Ронни сформировал группу, находясь еще в тюрьме. I have to figure out how to write songs, so I wrote songs. I wrote, I'm not a vampire, I'm not a vampire, and the guitar parts, and the pick up the phone, literally all the songs like that in jail. And I had to do it really quiet because people would bang on the door and tell me shut up. По его словам, он получал письма фанатов Escape the Fate и анализировал, почему люди любят его, почему им нравится его творчество, и постарался все самое лучшее привнести в Fallen in Reverse. Но из-за длительного пребывания в заключении у Ронни возникли определенные проблемы с записью. I got out to do the record. My voice was not. I couldn't sing loud. I had to build it up again. So that was also a mental. I was like, oh my God, I can't even do this anymore. At one point, I'm like, I physically can't do this anymore because 2.5 years of singing like, not a vampire, like not really projecting. Yeah. It's hard to rebuild your voice. So I did though. Anyways, I pushed forward and did that. Первые треки его новой группы схожи с тем, что делали Escape the Fate, но группа развивается, приобретая свое отличное от других звучание, меняет подход к лирике и действительно преображается. Ронни периодически смотрит свои ранние работы на стримах и говорит о том, насколько ему стыдно за них. My vocals have gotten better. Like everybody does that. They'll look back on their old stuff and be like, how come I did that? Or like, Но как же Ронни чувствовал себя после выхода из тюрьмы? You're in a situation where at any time somebody could fucking kill you, right? Because it's so dangerous. But so that post-traumatic stress comes from that. And that's the reason why maybe I got in a lot of trouble when I got out of prison by doing stupid shit, by throwing microphones and fucking talking shit on Twitter and being just an all-around fucking rock star. Как он боролся со своей зависимостью? I'm so glad, because the longer you're sober, the easier it is to be clean for a longer period of time. So I was clean, that whole time. Got out, drank a little bit because I was trying to curve the reality check. It was like, it's not an excuse, but I was very nervous. And as time went on, I just woke up one day a year ago and I'm like, I'm not even gonna drink anymore. If I'm not gonna smoke cigarettes anymore, and I just quit that, and I just became straight since that. Возвращаясь к лирике, она основана на личном опыте Ронни, его переживаниях и воспоминаниях о матери, проблемах с законом и наркотиками, о пребывании в тюрьме и о многом другом. I just say the truth about my family problems, my drug problems. Однако тему любви Радке обходит стороной. Он не отрицает, что это чувство ему присуще, но вот желание петь об этом отсутствует. Если вы хотите увидеть контраст в том, что ребята делали раньше и сейчас, то послушайте совершенно экспериментальный трек Alone.
невероятно осмысленную и полноценную работу Popular Monster, который, кстати, до сих пор продолжает возглавлять чарты и бить всевозможные рекорды. Лично я без ума от нее. Это тот трек, который может крутиться 24/7 и не надоедать совершенно. Definitely Popular Monster, because it's literally just everything together. You know what I mean? And it's almost like the craft has been mastered to that point. So like that's what I'm most proud of. And you know, it's the newest, so you're going to be the most proud of it. But it really is the biggest song I've ever done. Ронни никогда не понимал, почему люди ограничивают себя в жанрах. Or people being like, you like Blink-182? How can you like Bad Religion? You're a poser. You can't like Bad Religion and Blink-182. That's like, you're not a real punk. You know what I mean? I just didn't understand that concept. So like, I guess that goes to show with my music, like how it translated. You know what I mean? Like I didn't know what to do. I was like, I love all of this. Let's try to put all of this together. Ронни всегда старается экспериментировать, но фанаты не всегда принимают это. When people hear something that they're not used to hearing or what they're not expecting to hear, you know, I think their immediate reaction is, what is this? This is fucking stupid. I want to make the same record over and over. I want to do new things, you know. You're not supposed to do that. You're a rock band. I'm like, that doesn't make any sense. Like, I can do whatever I want, you know. I'm an artist. Но так как главный герой сегодня у нас непосредственно Ронни, я не буду долго останавливаться на группе. Скажу вам одно: если вы до сих пор по какой-то причине не слушали Fallen in Reverse, то я вам крайне настоятельно рекомендую. Помимо музыки, Ронни достиг успеха также и в стримерской деятельности. I've been playing video games and my friends are like, bro, you should stream. I was like, nobody wants to watch me stream, you know? And they're like, nah, bro, you are like, you're perfect for it. So I was like, let's try it. And then I just saw this huge reaction, you know, like I've been doing it for like a year, you know, like I'd say about a year. And I just saw this overwhelming reaction with subscribers and gifted subs. And I was like, straight blown away. And then like someone like sent me a screenshot like, bro, you're like number 5 on the top subscribers. Just blew my mind, honestly. So yeah. Все мы слышали прекрасный, чистый вокал Ронни, однако рэпер из него не менее крутой. Me as a rapper, it's an alter ego, right? It's like a villain, a superhero, you know, you can't tell that a superhero that he can't do something. It's the alter ego. It's my alter ego. I just want to be black, you know. It's my alter negro. Alter negro. Несмотря на то, что у Ронни была действительно насыщенная, не в самом лучшем плане жизнь, меня восхищает то, как он взял себя в руки и действительно вырос. As you get older, you realize that what's more important is, you know, being as humble as possible and trying to take as much time for your fans a day, even if they're crazy. Because I was a dick, man. I was such an asshole. Like, of course, people are going to talk shit to me. I'm like, fuck you, back in the day. You know, I don't do that anymore. Yeah. I feel like from then to now, I grew up a lot. Сейчас он успешный музыкант, заботливый отец и один из самых веселых и душевных стримеров на Твиче. Его отношение к фанатам на данном этапе достойно уважения. Он без масок и совершенно искренне общается с ними, смотрит реакции на свои работы и просто весело проводит время. Ну что ж, и на этом все. Я надеюсь, вам понравился ролик подобного формата. Если это действительно так, то ставьте пальцы вверх и пишите внизу в комментариях об этом. Спасибо за просмотр. Пока.